Всем привет! Сегодня предлагаю вам попробовать связать со мной вот такой красивый рельефный узор. Для образца я набираю 15 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю для подъема. И первый ряд вяжу чередование 3 столбика без накида, воздушная петля, 3 столбика без накида, воздушная петля, 3 столбика без накида, и так до конца ряда. Во вторую петлю от крючка, заводя крючок под верхнюю перемычку, я провязываю 3 столбика без накида. Дальше делаю воздушную петлю, одну петлю в цепочке пропускаю, работаю со следующей, 3 столбика, воздушная, одну в цепочке пропускаю, 3 столбика без накида, воздушная, одну пропускаю и 3 столбика без накида. Первый ряд провязали. Для подъема на второй ряд делаем 3 воздушные петли. И так будем делать для подъема на все четные ряды. Переворачиваем полотно и в четвертую петлю от крючка вот 3 воздушные для подъема, и вот сюда провязываем столбик с одним накидом, и так вяжем до конца ряда, весь ряд столбиками с одним накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Подходим к концу второго ряда. Делаем одну воздушную петлю для перехода на следующий ряд четный. Всегда для перехода на четный ряд мы делаем одну воздушную петлю. И этот ряд и все последующие нечетные ряды будут вязаться аналогично. Итак, начинаем вязать во вторую петлю от крючка, вяжем столбик без накида, делаем 2 накида и шагаем в ту петлю, которую мы пропустили, над которой вязали воздушную петлю. Заводим крючок снизу вверх полностью под эту петлю и крепим сюда столбик с 2 накидами. Делайте свободно, расслабленно, чтобы не стягивать полотно. Так, мы провязали с вами в этом ряду уже 2 столбика. 1, 2. Да, соответственно, вот 1, 2. Вот в эту горизонтальную верхнюю петлю мы уже провязывать ничего не будем. Шагаем в следующую. Сюда вяжем столбик без накида. Делаем воздушную. Пропускаем одну горизонтальную петлю. Дальше в следующую вяжем столбик без накида. В эту петлю мы в следующем нечетном ряду будем крепить столбик с 2 накидами. Дальше делаем 2 воздушные петли и сейчас провяжем
комбинацию 2 столбика с 2 накидами с одной вершиной из разных точек. Да, вот так это будет выглядеть. И опускаемся снова в эту же точку, в последнюю, в которую мы провязывали столбик с 2 накидами. Это не самый удобный момент, но его нужно сделать. Не довязываем этот столбик до конца. Так, делаем 2 накида и шагаем в следующую пропущенную петлю. Крепим столбик сюда и закрываем 2 столбика одной вершиной. Все 3 петли провязываем за один прием вместе. Одна вершина, соответственно, мы будто бы провязали одну петлю, да, значит, мы вот эту одну пропускаем и дальше шагаем, вяжем столбик без накида, воздушная, пропускаем столбик без накида. И сейчас нам нужно будет повторить такой же элемент. Делаем 2 накида, возвращаемся вниз в ту же точку, не довязываем до конца столбик с 2 накидами, делаем 2 накида, шагаем в следующую пропущенную точку и закрываем эти 2 столбика одной вершиной. Одну пропускаем и дальше вяжем, как обычно, столбик без накида, воздушную, пропускаем столбик без накида, и нам нужно провязать последний рельефный столбик в ряду. Делаем 2 накида, шагаем вниз. И полностью провязываем столбик с 2 накидами. Так, и здесь в верхние горизонтальные петли, так, одну мы пропускаем, да, это место, как будто бы мы присоединили сюда рельефный столбик наш высокий. И хотелось бы сюда провязать, да, последнюю петлю в этом ряду, но мы пропустим и эту верхнюю горизонтальную тоже и закрепим вот этот столбик без накида в это пространство, в петли подъема, для того, чтобы край был ровный. Вот так. Для перехода на следующий ряд делаем 3 воздушные петли, переворачиваем, и четный ряд помним, что мы вяжем столбиками с одним накидом до конца. Провязали 4-й ряд, делаем воздушную петлю для подъема, переворачиваем, и этот нечетный ряд мы будем вязать по аналогии с предыдущим нечетным рядом. Провяжу еще раз его с вами, чтобы закрепить понимание вязания этого узора. Заходим во вторую петлю от крючка, провязываем столбик без накида, делаем 2 накида, шагаем в пропущенную петлю вот сюда, заводим крючок снизу вверх, цепляя петлю полностью и закрепляем свободно, не перетягивая высокий столбик. Дальше одну петлю пропускаем и следующую провязываем столбик без накида, делаем воздушную, пропускаем столбик без накида. Дальше у нас будет 2 столбика с 2 накидами из разных точек, но с одной вершиной. Делаем 2 накида,
шагаем в пропущенную, да, в которую мы только что крепили столбик длинный, и не до конца провязываем первый высокий столбик, делаем 2 накида, шагаем в следующую точку и закрепляем 2 столбика одной вершиной, 3 вместе привязали, и пропускаем одну горизонтальную петлю здесь и дальше вяжем столбик без накида, воздушная, пропускаем столбик без накида, и дальше снова у нас идет 2 столбика с одной вершиной, делаем 2 накида, возвращаемся в эту точку, закрепляем столбик, вяжем не до конца его, вставляем 2 петли на крючке, делаем 2 накида, шагаем в следующую пропущенную точку и закрепляем эти 2 столбика одной вершиной. Петлю одну пропустили, следующую вяжем столбик без накида, одну воздушную, здесь пропускаем, дальше снова 1 петля, 1 столбик без накида, и у нас остается последний рельефный столбик, делаем 2 накида, заходим в пропущенную, провязываем последний в этом ряду столбик с 2 накидами. Так, сверху мы вот эти 2 косички, 2 петли пропускаем, и последний столбик без накида вяжем в это пространство под петли подъема, да, чтобы край у нас был ровный. И вот что у нас получается. Все остальные ряды, пожалуйста, провязывайте аналогично тем, которые мы провязали с вами вместе. Очень надеюсь, что у вас все получилось и вы довольны результатом.